Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, все те люди добрые, которые ждут четверга и встречи со Степаном Демурой, дождались. Степан на связи. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что ставите лайки, что ждете. Это параллельные стримы на канал Демуры. Подписывайтесь. QR-код возле Демуры — это его телеграм. Тоже подписывайтесь, заглядывайте. QR-код возле меня — это возможность поучаствовать в эфире, прям во время эфира, написать, чего хотите, и каналу помочь, как говорится, подсобить. Ну и, естественно, ваши вопросы, их уйма. Будем по ним как бы пробегаться, пытаться. Это в самом финале. В сообществе YouTube оставляйте их, пожалуйста. В клубе зрителей Шелест тоже оставляйте. И, конечно же, в чате трансляции. Ну, а начать наш разговор традиционно предлагаю с опроса в этом самом чате трансляции. Поддерживаете ли вы высшую меру в своей стране? Ну, вот так, да, формулирован вопрос. Ну и варианты ответов. Да, времена такие требуют. Нет, это античеловечно. Точечно, в исключительных особенных случаях. Или в моей стране это и без статьи творят. Вот такие 4 варианта. Собственно, что натолкнуло на это, да? Это, ну, вот уже такое беспрецедентное, но такое яркое решение Израиля, как бы брать и, в общем-то, умерщвлять, да, умертвлять террористов, тех, кого они считают террористами. Значит, решение действительно такое специфическое. Сам Бен-Гвир его, так сказать, охарактеризовал. Вот смотрите, говорит, умираю от нетерпения, когда уже это заработает камера. Прям взял, показал эту камеру. Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, можно, конечно, ответить эмоционально, типа народ, который там пережил газовые камеры и вот это вот во время Второй мировой войны, да, гонение Гитлера, сам пришел к этому. Но если без эмоций, это же решение системное, оно означает как бы переход к следующей точке. Какой? Ну как, палестинцы в книжечках и в сказочках израильских, они описаны как Амалек, то есть народ, который следует уничтожить. Так сказать, геноцид они проводят уже 2 года, даже 3 в Газе. Ну, по матери, на самом деле, Бен-Гвир, он Бен-Квир. Вот. А там есть еще один замечательный лидер. Это, сейчас дай бог памяти, имбецель Смотрич, Угу. министр финансов. Но он тоже несколько дней назад выдал очень такую сакраментальную фразу, что богоизбранный народ вне закона. Ну, иранцы так обрадовались, и тут же Ксир, по-моему, заявил, что ой, хорошо, теперь заката ждать не нужно. Так что ребята сами себе смертный приговор подписали, как говорится, ветер в спину, флаг в руки. Смотрите, ну хорошо, но ведь это же решение. Зачем? Зачем это нужно? Он не объяснил, это уничтожение палестинцев. У них фишечка такая. Мгм. Просто истребление палестинцев. Геноцид в Газе проводят. Тюрьмы у них переполнены заложниками. Это не осужденные в основном своей массе заложники, поскольку никаких следственных судебных действий по ним не предпринималось. Мгм. И ни одна мировая общественность. Ну, то есть, Это харам. Критиковать Израиль – это харам. Единственное, а этот харам почему? стали нарушать в США, когда сказал тот же губернатор Иллиноя Прицкер с характерной фамилией, что нельзя брать деньги от Айпак. Айпак – это табу, это харам. А так, ну что, скажешь что-то и лишаешься карьеры тут же. Поэтому все нормально, все по плану. Самое интересное, что вот эти сами израильтяне, это вот публикует сегодняшняя израильская пресса, а, очень интересная история. Они заходят в рестораны, ждут воздушной тревоги и убегают, не заплатив по счетам. Да, 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 да. Единственное, что Ксилок уже предупредил, чтобы они в бомбоубежищах не прятались, поскольку
локаций всех бомбоубежищ есть. А надо понимать, что эти бомбоубежища, они делались против реактивных снарядов, а не против серьезных ракет. Так что интересно, куда они теперь будут бежать. Но главное, что не заплатив. Ну, это Не, ну же... это святое дело. Тут есть много анекдотов по этому поводу. Как старый такой еврей лет 15 добивался аудиенции с папой римским. В конце концов, ему аудиенцию дали. Заходит к папе, кладет на стол такой древний-древний чек и говорит: вот, ваши отобедали и не заплатили. Так Ой. что да, ну, святое дело, чего. Степан Геннадьевич, если мы продолжим вот через призму вот этих израильских решений вообще анализировать, что происходит на поле боя в Иране, на Ближнем Востоке. Гутерриш вышел и сказал, что, в общем, мир на пороге невиданной войны. Мы на пороге прям эпохального ужаса и кошмара. И это будет мировая война в том понимании, в котором все, как говорится, понимают и понимают Да правильно. ну, глупости, глупости. Значит, в это время, вот сегодня публикуют, и Трамп это публикует сам у себя в соцсети, и говорит: вот, мы разрушили мост, давайте подписывайте сделку, пока вообще как бы не разрушим все, чтобы страну, которая там когда-то должна была быть великой. Это мост большой, самый высокий, Б1, он соединяет Тегеран с Западом, и он самый высокий на Ближнем Востоке считается. Короче, это к чему сообщается? О том, что восстановить его, ой-ой-ой, будет долго и накладно. Ну, то есть удары по логистике пошли. Да, да, по энергетике, по логистике. Мне просто интересно, вот эти вот дурачки понимают, что у них ПВО нет. И что сейчас иранцы уже начали усиливать удары по Израилю. Они, насколько я понимаю, не особо сильно били по Израилю, потому что, ну, раненую крысу, знаете ли, в угол загонять себе может стать дороже. А так по комнатке бегает, по ней постреливаешь, скоро сама сдохнет. Ну, вот они начинают чуть сильнее постреливать. Израиль маленькая страна с очень компактной инфраструктурой, компактным проживанием населения. Лишить ее энергетики, ну, это два-три прилета, я имею в виду иранских, а не путинских. Реально. Нет, прошу, да, Катар сегодня уже принял мудрое решение. Катар попросил американцев с их базами на выход. Поклялся в любви и дружбе иранцам, то есть поцеловал сапог КСИР. По всей видимости, еще заплатят репарации. После удара по мосту КСИР выпустил предупреждение жителям Дубайска. Ребята, следует покинуть территорию. Здесь скоро ничего не будет. Так что, ну, я, по-моему, они дурачки, и особенно Трамп не понимает, что ПВО нет, ничего нет. Уничтожить, в принципе, инфраструктуру, в том числе опреснителя воды для Ирана, это небольшая проблема. Ну, Они готовы, они готовились к этому сражению 30 лет. сегодня у нас новая угроза возникла. Буквально перед нашим эфиром все даже спрашивали: подождите, а что, будет эфира, не будет эфира? А что такое? Так прямо лупят. А пообещали же на днях о том, что если будет эскалация, то мы будем бить по всяким дата-центрам, там, где Да, интернет, да, там, да, где вот да. это Амазон все. уже ушел. Ну, то Это, есть, покинул чат, да. значит, это Бахрейн, да. Запускается по Бахрейну, так сказать, ракета. Летит под возгласы, понятное дело, товарищей, которые радуются этому. Летит красиво, высоко, с разных ракурсов, это вот показывают. А тут же сразу демонстрируют еще и, ну, как бы, да, последствия прилета. Вот этот, грубо говоря, дата-центр, который, собственно, горит. Ну, по крайней мере, так его публикуют. Хотя там эту же картинку, ну, нам показывал Трамп, что это мост. Сложно сказать. Короче, прилет был. То есть это уже как бы факт. Так по Амазону Эскалация. еще вчера прилетело. Вчера было 1 апреля. Ксир сказал, что с 1 апреля мы начнем уничтожать цифровую инфраструктуру Ближнего Востока.
Чем это чревато? Ну как, пустынные папуасы обратно идут в пустыню. Американцы вылетели уже практически с Ближнего Востока, базы уничтожены. Те, которые остались, периодически обстреливаются, использовать их невозможно, восстановить триллионы долларов. Арабы в тихом, как бы вам сказать, состоянии шока после всех обещаний. Ну как так? Мы же тут под Израилем лежали, под американцами. Они обещали, что нас никто не тронет. А тут какой-то непонятный Иран нас обратно в пустыню выгоняет. На верблюдах кататься. Вот и все. Уничтожение банковской инфраструктуры. Выпустили еще раз предупреждение дубайчанам, чтобы они покидали Дубайск. Там скоро ничего не будет, обратно пустыня. Без воды, без инфраструктуры, без электроэнергии. Какой центр мировой, ребята, все. Адьос, амигос. Ну так погодите, а почему тогда не вступают в войну Эмираты? Чем они будут воевать? Ослами, верблюдами? Ну, слушайте, Ну почему там? Саудовская Там же Аравия там, по населению, так там Саудовская Аравия полицейские машины, Ламборджини, там же вот это все, там же... вот, да, против иранских ракет и шахедов. Ну, вон, Саудовская Аравия, они же раз в 10 крупнее Дубайска. Они воевали с помощью американцев, с этими, которые бегают в сандалетах-то. Хуситы. Примитивные люди, как их называют, хуситы. 10 лет они с ним воевали. Причем это воины еще те, да, мягко выражаясь. Поэтому за место них в их истребителях летали американские пилоты. Ну, не в форме, а, скажем так, наемники. Ну, и через 10 лет хуситы им такие хорошо наваляли, и война бы закончилась. Поэтому те еще войны. А денег, ну, как там, они могут нанять огромную, наверное, частную армию, но инфраструктуры для нее нет, логистики для нее нет, ПВО нет. Поэтому мало кто, я думаю, пойдет служить в такую армию и воевать. Поэтому, да, ну как, по-моему, 2 дня назад Дубайск сказал, что они встанут во главе битвы за открытие Ормузского пролива, который никто не закрывал. Просто, ребята, платите все в юанях, покупайте товары за юани, отстегивайте нам 2 лимона и доказывайте, что товар не предназначается нашим врагам, и, пожалуйста, плывите. Ну, вот они встали во главе битвы, поэтому обратно в пустыню. Ой. Сегодня очень интересная ставочка зашла на Полимаркет, да? Причем 1,5 миллиона цена этой ставочки. Да-да-да. Кто-то поставил на то, что будут вторгаться. Вторгаться Соединенные Штаты Америки в Иран. То есть это сухопутная операция. Я так понимаю, что, судя по спирали и лестнице эскалации, вот пообещали же ксировцы бить по дата-центрам, а там же не только Amazon, 30% Да. облак, там Google, там ну, много, Все. много кто, там все. Там вообще может как бы планету разорвать на 2 части по интернету. Только вот спасибо Илону Маску, там разве что какие-то спутниковые, да. Да, сколько там еще кабелей проходит. Получается, что ну, вполне себе правы были те, кто пишет, что Трамп пойдет на сухопутную операцию. Ну, у него ума хватит просто. Что значит сухопутная операция? Это только какие-то точечные операции. Как они там хотят захватить пару островов. Ну, вперед, ребята. 20-30 тысяч, сколько они там морпехов, спецназ нагнали. Ну, здесь вопрос, как всегда, возникает в том, что дурак-то он думает о тактике, а умной о логистике. Ну, хорошо, предположим, вы подавите на какое-то время сопротивление иранцев, подавите там полностью их ПВО и тому подобное. Используя самолеты Оспрей, такие, как они называются, гвинтокрылые летаки, во. Ну, хорошо, высадите вы туда десант, предположим, на этот остров. Желательно посмотреть на карту, да,
на карту рельефа Ирана, чтобы понять, что там везде горы, в принципе, противокорабельные ракеты и системы, скажем так, малого ПВО. Они как соты там давно зарыты в этих скалах. Ну, высадили его десант. Хорошо, замечательно. Десант. Ну, может быть, воды там на 2 дня, провизии на 2 дня. Ну, боекомплект меньше, чем на день. Высадили. Как вы его снабжать будете? ПВО вы не прикроете. По морю снабжать вы его не сможете. Вас тут же потопят, уничтожат. Значит, только по воздуху. Ну, по воздуху тоже проблемно. Поэтому они рассчитывают на то, что, скажем, иранцы не будут уничтожать свои терминалы нефтяные. Да не проблема, их уничтожат вместе с американцами. Поэтому ума у них хватит. Возможно, будет какая-то попытка операции по поиску и вывозу этих 400 килограмм обогащенного до 60% урана. Возможно, еще что-то. Возможно, они попытаются уничтожить какие-то из ракетных городов, которых 57 штук как минимум. Ну, говорится, good luck. М, Просто иранцы сейчас они объявили о наборе добровольцев. Уже 6 миллионов подписалось, поэтому И ТЦК там нет, представляете? нет, ну, сами идут, ну, что вы хотите. ТЦК даже нет. Борьба идет за выживание государства, и, в общем, иранцы поймали кураж, мочат всех и вся, становится всем более-менее очевидно, поэтому, ну, good luck, как говорится, как говорят американцы. Просто надо понимать, что американцы считают так, что если подразделение понесло потери больше 20%, оно не боеспособно. Ну, вот посмотрим. М, Тут вы так по карте вспомнили, но вы... Просто еще надо понимать, вот одну, когда вы слушаете всех этих клоунов, надо понимать, иметь какую-то ретроспективу. Вот была операция по смене режима в Ираке. Значит, в операции было задействовано только наземных войск, наземных, не считая авиацию, ВМС, 170 тысяч. Подготовка, логистика заняла, по-моему, более 9 месяцев. При том, что вся логистика проходила через, ну, скажем так, дружественные порты и дружественные базы, которые не подвергались ежедневным обстрелам и уничтожению. И то после интенсивной авиационной кампании американцы там завязли очень надолго. И если бы в свое время не подкупили некоторых генералов Саддам, еще непонятно бы, чем все это закончилось. С КСИР с Иран подкуп не пройдет. Были попытки, не прошли. Скажем так, в радиусе 2000 километров базы уничтожаются, уничтожены. Порты то же самое. Как вы собираетесь проводить наземную операцию? Серьезную наземную операцию? Это при том, что Иран, ну, размеров в 4 больше, чем Ирак. И у иранцев, если считать и армию, и КСИР, у них порядка 1 000 000 штыков. Пусть не так супер вооруженных, как американцы, но против даже там, я не знаю, 50 тысяч это несерьезно. Это какие-то точечные операции, знаете, такая показуха, которая обернется огромным количеством гробов американских. Вы говорили о карте, да? Ну, тут такая злая, конечно, ирония. Злая прям. Вот прям злая ирония. Ирония доброй не бывает, иначе не Значит, ирония. Трамп как бы в адрес Трампа, да, с публикацией карты Ирана за 500 лет до нашей эры, да, подписи и комментарии: если Иран вернется в каменный век, для вас это плохо кончится. Ну, это правда, реально Иран, да, 500 лет до нашей эры, то есть это же древнейшая персы, древнейшая Да, цивилизация. да. А, но на самом деле все сейчас гадают и, ну, Нет, просто здесь надо подчеркнуть одну простую вещь. Если Иран возвращается в каменный век, то весь Ближний Восток, ну, какой там был век до каменного, даже не знаю. Век собирательства или что там?
Палка-копалка. Ну, Палка-копалка, да. Без палка-копалка. стрелок. Да, да. Мы учили, как бы, когда древний мир... Но, правда, у современных историков у них почему-то века сплава предшествуют веку железа. Ну ладно, оставим это на их совести. Степан Геннадьевич, многие накладывают на график и календарь встреч все происходящее. И с Трампом происходит какая-то такая суматоха. Он сначала говорит одно, потом другое. Говорит, покупайте у меня керосин или идите разблокируйте Ормузский пролив. Я, мол, туда не полезу. Да, а потом говорит, да я буду вас бомбить, ваш этот Иран, до тех пор, пока вы не разблокируете. Европа крутит пальцем у виска и критикует Макрон Трампа, говорит, что ж ты вот это вот доверие подорвал, доверие нашего НАТО, понимаете? И все накладывают на два очень важных ключевых визита. В этом месяце, в конце месяца, там тоже делали тайну англичане, ну, Трамп вывалил и все рассказал. 27, с 27 по 30 апреля едет король Карл к Трампу. У него визит, он подготовлен. Ну, там он еще заедет в свою какую-то там территорию островную. Короче, этот визит. А смещенный визит, встреча с Си Цзиньпином на 14-15 число, как бы вот на фоне этого календаря подтверждает как бы слова Трампа, что мы уже там все разбомбили, нам буквально 2-3 недели. Знаменитые 2-3 недели осталось. А, Бьется, Да, есть еще накладывается такой туда. персонаж. Бьется, накладывается или не накладывается на календарь Я не встреч? думаю, что это накладывается, потому что, еще раз, предполагалось, что операция займет 2 дня. Все остальное там можно накладывать и в горшочек, и в вазочку, как, скажем так, у кого какие преференции. Поэтому визит Трампа в Китай перенесли на май. Непонятно, состоится ли он вообще. Ну, как-то ехать опущенным к товарищу Си ну, не очень хорошо даже для Трампа. А то, что Трамп там несет, ну, слушайте, еще раз, орбитофронтальная синдром. И, в общем, у него лобно-височная деменция прогрессирующая, судя по всему, в терминальной стадии. Все. Все, что вам нужно знать. И, понимаете, вот он даже... Вот если бы у него был такой, знаете, такой шизофренический запал, как у Жириновского, вот это был бы такой вот фрик-шоу. Я бы его смотрел с удовольствием. А так, ну, как Пономарь какую-то вообще подкорку изливает, даже уже интересно. Запала не хватает, понимаете, искорки. Вот скучно он стал. Вчера Экономист опубликовал вот такую обложку, А, что да, да, обложечка там знатная. не перебивай своего врага, когда он ошибается. А, Наверное, русский переводится ни ножом, и ни в спину. Ну, как бы, Как бы да. судя по крику лица Трампа в расфокусе и виду этого лица, то, видимо, да. Слушайте, а что Китай? Как-то тише травы, ниже воды. Китай Ирану дал систему навигации, Китай ему дал систему анализа данных и ведения боя Линк-17. Китай предоставляет в реальном времени всю спутниковую разведную информацию. Китай просто сидит и наслаждается шоу. Вот и все. Как правильно писал экономист, ну что, зачем мешать идиотам убиваться об стену? А, Китай, Если кстати, поставил очень много ПВО в Иран, поэтому ребята тихо, никого не провоцируют, сидят, делают все грязное дело. Вот и все. Смотрят на это шоу Бенни Хилла. Я думаю, просто всываются от тупости. И Трампа, и израильтян. Реально. Financial Times говорит, трубы будут вести, тянуть в обход А, Ормузского ну, пролива. пусть тянут, да. Но это Эти, кто расписались в там, поражении, получается. ну, кто там трубу тоже протянул недавно? По-моему, эти самые, по-моему, Кувейт, если не ошибаюсь. Ну, иранцы 2 насосных станции ликвидировали, трубы больше нет. Есть труба у саудитов, через которую они сейчас качают там, за 6 миллионов баррелей в день. Но это труба, чья надо труба, она под чутким в Красное море, она под чутким контролем
хуситов, и нефть оттуда в основном идет в Китай. Так что пусть тянут, как говорится. Степан, Могут даже в песок закопать. не, ну могут, конечно, но давайте так. Сейчас на самом деле ситуация, мы видим, обостряется. А, Да, И я так понимаю, дальнейшие будут недели тоже ознаменованы да, эскалацией. да. А какой? Ну вот, что будет в Ну, этой как эскалации? эскалация, понимаете, ну, будет уничтожаться инфраструктура Ирана, да? В ответ весь Ближний Восток превратится в пустыню. Ну, хорошо, ну вот все зациклились на Армузском проливе. Вы понимаете, если вы завтра его откроете для судоходства, ничего особо не поменяется, потому что вся та нефть, которая заперта на танкерах, да, она пройдет. А потом что? Месторождения уже консервируются, причем очень хорошим темпом, за исключением судитов, потому что у них есть выход в Красное море, опять же, под чутким контролем хуситов. Все остальные месторождения консервируются, это значит, расконсервация займет, ну, это вам не Shell, не известняковые месторождения, как же они называются, это нефть, забыл по-русски, где из куста бурятся эти параллельные скважины, тучи их, Shell Oil. Надо же из башки вылетело. Но популярна вот была революция в нефти американская. Как это по-русски Ну, называется? сланцевая вот эта история. Вот, сланцевая нефть. Сланцевая, да, Это сланцевая вам не нефть. сланцевая нефть. Есть месторождение, когда оно консервируется, скважина консервируется реально. То есть из специального бетона делаются заглушки. А с сжиженным газом та же самая проблема. Завод разнесли. Поэтому, ну, откройте вы пролив. Ну, проблемы будут еще там 4-5 месяцев с огромным количеством выпадающих поставок. Это если бы вот все прекратилось, скажем, сегодня, да? Но ни американцы, ни израильтяне прекращать не собираются. У них суицидники, что с ними сделать? Поэтому будет эскалация, цены на нефть будут только расти. Причем рынок все меньше и меньше будет реагировать на ту хуцпу, которую несет Трамп, что он разговаривает в комнате с какими-то хорошими новыми иранскими лидерами и тому подобное. И в результате самое страшное случится с рынком американской облигации. Там доходности по десятилеточкам уйдут такой под 7. Я посмотрю на милашку Бессонта и на мордочку Трампа. Ну, не допустят же, наверное. Они же, видите, как все Как они это не контролируют. Ну, допустят? подождите, Что они у контролируют? нас идет, Они свои испражнения не могут контролировать, а тут они рынок контролируют. Да, ну, у нас перестаньте. идет какая тут история, что вот Венесуэла поможет, понимаете? Чем? Вот взяли и сняли санкции с Чем? Слушайте, исполняющей обязанности президентки. всю нефть в Венесуэле, которая была в хранилищах и на танкерах, вывезли, и на этом все закончилось. Добыча нефти в Венесуэле упала, кстати. Кто им поможет? Перебой с авиационным керосином, перебой с топливом дизельным, потому и у американцев то же самое, потому что авиационный керосин и дизель – это тяжелые виды топлив, да. А американцы достигают высокой глубины переработки, потому что у них легкая нефть, соответственно, у них очень хорошо получается добывать переработку, делать бензин. А вот тяжелые виды топлив, ну, не очень. Поэтому они на самом деле зависят от импорта того же дизеля и того же авиационного топлива. Я уже не говорю про Европу или страны Азии. Соответственно, выпадающие объемы там, ну, по нефти, условно говоря, 20% выпало. Ну, не 20, конечно, саудиты качают, может быть, 15. По газу выпало тоже процентов 20-25. Ну, слушайте, кто это будет возмещать? Неоткуда возмещать. Основная проблема – это дизель, поэтому в Штатах дизель так сильно и вырос, в отличие от бензина. Бензин там вырос, я не знаю. Может быть, на доллар, может быть, на доллар 20 за галлон в среднем. Если не брать в расчет Калифорнию, где цены вообще уже под 9 есть заправки.
Тяжелые виды топлив, авиационный керосин и дизель, вот проблема в мире. Ну, то есть летать все перестанут. Ну, смотрите, даже американцы уже сокращают на 15% количество полетов. Европейцы там чуть ли не заявляют, что скоро вообще все встанет. На Филиппинах, по-моему, все, полеты прекращены. Авиационного керосина нет. Поэтому это только начало большого кризиса, на самом деле. Если глобально посмотреть на этот кризис, вот многие, конечно, сейчас страшат, что это будет типа как ковид, только хуже, или как ковид, только дороже. Вы можете с чумкой сравнить вот этот Нельзя искусственный сравнивать дефицит? с чумкой, потому что чумка это было, скажем так, искусственное образование по щелчку пальцев, когда началась война в Украине, она исчезла. Если даже вы посмотрите на статистику Международной организации здравоохранения, есть такое прикольное учреждение, которое выросло из этого самого был фонд Рокфеллеров, химическая медицина. Это она оттуда выросла. Когда была чумка, мир победил грипп. Не было гриппа 22 сезона. Когда началась война в Украине, чумка исчезла, грипп вернулся. Ну, это так, к вопросу. Поэтому по щелчку пальцев ее не стало. А здесь вы чем будете щелкать? Каким местом? Потому что требования Ирана известны. Соответственно, никто их пока выполнять не собирается. Ну, как говорится, ваша проблема. У иранцев огромное количество времени, терпения и силы, чтобы добиться выполнения своих требований. НАТО ввяжется в войну или исчезнет? Какую? Какую войну? Ближневосточную. Э, Чем они туда вяжутся? Не, ну есть же какие-то и корабли, и самолеты, и... Есть, но мало. И они будут находиться на точно таком же расстоянии от иранских берегов. Самолеты французские участвуют, британские тоже участвуют, но они в основном участвуют, насколько я понимаю, в обороне Израиля, пытаясь сбивать шахеды, крылатые ракеты и тому подобное. Ну, в НАТО, в принципе, это две страны, это США и Турция. Все остальное это так, непонятно что. У поляков оказалось аж целых два дивизиона этих патриотов. 16 пусковых установок на всю страну. Да, это вам ПВО. Поэтому Турция, скажем так, ее интересы, на мой взгляд, прямо противоположны интересам Израиля и США на Ближнем Востоке в отношении Ирана. Поэтому НАТО в данной ситуации может быть представлено только одной страной США. Все остальное так. Ну, может быть, я не знаю, там прибалтийские тигры 1,5 солдата пошлют. Я не знаю. Ну, Украина не часть НАТО. Вы послали лучших своих соколов. Да, даже видео одно показали. Да. Ну, Представляете? правда, иранцы сказали, что да, базу накрыли быстро, оперативно. Но благодаря китайской, конечно, спутникам. Что будет считаться победой Ирана? Иран, по большому счету, уже победил. В моральном смысле он, по-моему, продержался больше месяца. И нанес огромный урон мировой экономике США и Израилю. Этот урон только растет. А победа Ирана, она будет состоять в том, что он заявил свои цели. Это дедоляризация Ближнего Востока, уход западных банков с Ближнего Востока, уход Америки с Ближнего Востока, гарантии безопасности Ирана, ну, кроме как ухода Америки и уничтожения Израиля, никаких гарантий не существует. Они пока еще об этом не говорят. Выплата репараций. Кто будет платить, им пофигу. Арабы, американцы, израильтяне. Меньше всего волнует. Ну и начинают уже тихонько озвучивать, скажем так, реальные требования, а именно гарантии безопасности и ухода Израиля из Ливана. И я думаю, что все закончится тем, как говорилось, что ну, если Израилю сильно повезет, он останется в виде гетто в границах 1967 года. До 1967 года. Поэтому
Я не вижу никаких, скажем так, сил, предпосылок для того, чтобы этого не случилось. Даже если Израиль или США используют тактическое ядерное оружие против Ирана, это ничего не решит. Ничего не решит, потому что тактическое ядерное оружие, ну, слишком много глубоко зарытых ракетных городов. Вообще ракет по периметру у них зарыто очень много, их просто не уничтожить. Ну, а в ответ по Израилю тоже ведь может ядерка прилететь. Формально от Ирана. Чья-то, да? Ну, формально от Ирана. Ну, Иран быстро разработал. Главное не перепутать термояд с ядерной бомбой иранцам в пылу. Тогда уж могут возникнуть вопросы. А если будет простая грязная ядерная бомба на делении основанная, никаких вопросов. У нас было 400 килограмм обогащенного урана, 60%. Там, условно говоря, 1,5 недели, комнатка, 100 метров квадратных. Ну, и у вас можно делать с десяток бомб спокойно. Вся остальная технология миниатюризации зарядов. Я думаю, что товарищ Шин уже подсуетился, свое дело сделал. Ну, у меня такое впечатление создается. В этой всей истории я заметил, что особо заряженная на... Ну, вообще, как бы все, вроде как, знаете, в Украине все поменялось, и не поменялось одновременно, я имею в виду структуру офиса президента. Вроде как Ермак ушел, но не доушел, но косвенно видно, что все-таки лишение его должности, потому что рты начали на него открывать очень многие, да, но и включились как бы лизатели Буданова, они тоже включились. Поэтому не знаю, насколько там можно сказать, что структура та же самая, но люди те же самые. Они говорят о том, что Трамп переключается на решение украинского вопроса. Сегодня распространили заявление Ушакова, который говорит, все на паузе. Ну, Иран, пауза. Конца и края, по крайней мере, вот на состояние сегодняшнего дня, сегодняшнего 2 апреля, четверга, нашего прямого эфира, конца и края не видно. Трамп вроде как что-то выдал какое-то перемирие, а потом как бы следующим днем, обращением к нации его и, в общем-то, и похоронил, и мы видим, что эскалация растет. Украина может быть чем-то эдаким, чем можно раз заняться и ну, какие-то очки себе заработать или решить какую-то проблему в глазах Трампа. Если нет, то почему это разгоняют служители культа офиса президента? Но я не думаю, что Украина вообще сейчас имеет какое-то значение для Трампа. Перестала иметь по одной простой причине, что все эти сказочки про миротворца я там остановил 8, сколько-то, 9 войн, еще что-то, еще что-то. Ну, чувак, ты начал новую войну. Антирейтинг Трампа был 17, теперь уже 21 пункт. Это рекорд за всю историю наблюдений. Основные проблемы и претензии американцев к Трампу – это война в Иране и цены на бензин. И состояние экономики. Вот три основных претензии. Поэтому, если вы посмотрите, то вопрос Украины, ну, он как-то рядом не стоял с этими претензиями. И перебить, скажем, негатив от войны с Ираном, либо от высоких цен на бензин, либо шваха полного, который в экономике начинается, американской, какими-то успехами на украинском фронте, ну, я не думаю, что представляется возможным. Американцы просто потеряли интерес, как, в общем, давно я говорил, что, ребята, Украина возникла в средствах массовой информации, там же ее и похоронят. Ее похоронили, ее больше нет. Но для европейцев это актуально, потому что у них другого нет, вокруг чего можно объединиться и против кого можно объединиться. Для американцев это давно не, скажем так, какой-то серьезный вопрос. Ну, просто мне вот интересно все эти разговоры, там тот же Ушаков, Кремль тоже заявляет, что у Зеленского там есть 2 месяца, чтобы убраться из Донбасса. Хорошо, Зеленский уходит из Донбасса, предположим. Дальше что? Вот дальше что? Ну, ушел он из Донбасса. И вы морозите фронт по линии соприкосновения? То есть, вы капитулируете, согласно вот этим 28 пунктам
плана Дмитриева-Виткофа. Вот дальше что? Вот все сейчас на этом концентрируются, что это основной. Кстати, насколько я понимаю, администрация Зеленского тоже, что это вот ни пяди родной земли мы не отдадим, не обменяем. Ну хорошо, ушел ты из Донбасса. Дальше что? Капитуляция Кремля? У меня такое впечатление, что бриты, они когда сделали первую ошибку, отвергнув Стамбул, сейчас делают точно такую же ошибку, потому что у них задача сохранения ЧВК Украины в боеспособном виде. Но они не дают Зеленскому выйти из Донбасса, потому что они хотят продолжения войны. А продолжение войны, оно эквивалентно, в общем, уничтожению Украины. Даже то, как кремлевские воюют, скажем так. Даже так. Ну, по поводу того, как кремлевские воюют, сейчас очень Ну, как живо. они воюют? Ну, вот смотрите, удары были, например, бриты били по Приморской услуге. Как они били? Били, 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 пока, скажем так, почти не добили. Ну, вот сегодня Reuters сообщила, что атаки украинских дронов повредили около 40% хранилищ в ключевом российском нефтяном порту Приморск. Да, хранились, что тут важность портов, этих портов не в хранилищах, а в наливных терминалах. Потому что через них шло, по-моему, 43 или 44% экспорта. Но, тем не менее, вот у людей была поставлена цель уничтожить. Уничтожили хранилище, я не знаю. Надо терминалы то ли не смогли, то я не знаю почему. А как кремлевские воюют? Ну вот, ребята, вот уже второй год кладете энергетику Украины. Но уже все вот положили, добили, еще пару ударов. Нет. Поэтому такая темная история. Я думаю, что все это будет длиться еще. Честно говоря, думал, что в 26 году закончится. Что-то я не вижу этого. Расходятся заявления. Ну, это тоже, конечно, это надо отдельно слушать, конечно, да. Ну, в общем, давайте мы все вместе прослушаем. Вы поймете, какое заявление. Картополов есть такой, завсегдата эфиров. Значит, вот что он рассуждает. Во-первых, Зеленский нам нужен живым для того, чтобы его судить за все его преступления против своего, прежде всего, народа и против народа России. Во-вторых, ну, нам нужен человек, который в состоянии организовать подписание этих самых там мирных соглашений, когда мы на них дойдем. Сегодня ну, не де юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. И, значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было. Ну и третье, мы хотим всему миру показать, кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали. Ведь посмотрите, уже Трамп даже в открытую говорит, что это голубой воришка, что нельзя было ни в коем случае это делать, что они будут проводить аудит, разбираться, куда столько денег ушло. Ну, европейцы пока к этому не готовы, но и до них тоже дойдет, потому что ни Макрон, ни Стармер, немцы — это абсолютно не вечные политики. И все они очень скоро уйдут на свалку истории. Но вместо них придут те, которые этим вопросом озаботятся. И вот здесь нужен будет Зеленский, чтобы он рассказывал, когда его вот прижмут, почему и как он это делал, кого и как он подкупал, сколько он кому денег давал. То есть Зеленский нужен живым, потому что его потом будут, наверное, ходить, водить, возить, когда там Макрон и Стармер уйдут, они не вечные, чтобы он это... Трамп уже понял, что он голубой воришка. Ну, то есть, Степан Геннадьевич, ну, он как бы нелегитимен, но он будет организовывать процесс переговоров и выхода, да. Почему живой? Да потому что надо ответить за преступления, прежде всего, перед украинским народом, перед российским. Многие увидели в этом слабость, в этих тезисах. Что увидели вы? Да, ничего, но я всегда говорил, что Зеленского трогать нельзя. Надо его оберегать как зеницу ока, потому что он полезнейший из полезных идиотов. Ну, недавно Трамп с Натаньяху, на мой взгляд, у него пальму первенства отобрали для определенных задач. Но вот для задачи, скажем так, уничтожения Украины он полезнейший из полезных идиотов. Потому что, ну, слушайте, так вести войну, положить столько народа вообще ради каких-то непонятных фортеций, ну, надо быть реальным идиотом. Реальным идиотом.
Лучшие части положить, просто угробить. Курская авантюра вообще войдет в анналы истории. Много раз об этом говорил. Вот. А кто будет подписывать бумажки? Ну, Кремль все время говорил, что он нелегитимный, поэтому вообще как с ним можно вести переговоры и как можно подписывать бумажки какие-то. Но поскольку, если вот посмотреть с другой стороны, Кремль отошел назад. Теперь, оказывается, даже Зеленский может подписать какие-то бумажки, лишь бы их подписали быстрее, и кремлевские смогли пораньше капитулировать и снять, и чтобы с России с них, ну, в основном с них сняли санкции. Можно и так посмотреть. Но тут очень сильно нам повезло, что в Западе такие мощные интеллектуальные лидеры. Иначе нам было бы совсем худо. Степан Геннадьевич, сейчас, наверное, это какой-то такой все равно момент истины, да? Многие говорят, что плохо воюет Кремль, не отвечает провокации со стороны уже из территории НАТО, ну, балтийских стран. Шведские дроны, финские, там, не трогают дроны, которые летят, финские службы. В общем, вовсю уже обсуждается, ну, такая, что вполне себе бомбардировка Петербурга, ну, раз такой расклад, да, то есть вообще легко. Легко. Гордону рассказывает директор Шиллерман, по-моему, да, ну, в общем, директор Firepoint о том, что 850 километров баллистика, так сказать, на подходе, и будет бить, и будут стирать с земли конкретно там. Ну, а по Кремлю, наверное, опять ударят. В каком смысле? В том, что, ну, вот такая же слабая ПВО у россиян. Они против баллистики ничего не смогут сделать. Ну, там дроны еще Нет, и так далее. ПВО, смотрите, есть баллистика, баллистики рознь, да? А, ПВО слабое против гиперзвуковых ракет, оно просто бесполезно. Хотя, ну, есть ПВО, которые могут сбивать там до Мах 5-6, вот так вот. Причем у еврейцев у них большое преимущество, у них очень компактная территория, поэтому, например, плотность ПВО огромная. В Иране ну, такого себе не позволить не могут, потому что огромная страна. У нас то же самое. То есть Москва, скажем так, хорошо прикрыта, на все остальное не всегда хватает ПВО, огромная страна. Поэтому насколько баллистику, которую делают западники под этим украинским брендом, она не гиперзвуковая. Поэтому, в принципе, Москву, наверное, смогут ставить. Но, опять же, вопрос в том, каков залп, сколько идет боеголовок. Потому что перегрузить можно любое ПВО, каким бы совершенным оно ни было. В принципе, это не проблема перегрузки. Ну, что, кремлевские молодцы, они все что-то там жуют какое-то место. Иран всем показывает, как нужно снимать санкции. Но они доживались до чего, что полетели украинские крылатые ракеты. Началась танкерная война. Она продолжается и будет только усиливаться. И происходят атаки, не просто конфискация танкеров, но и атаки на танкеры, уничтожение танкеров. Идут удары уже по серьезным, скажем так, предприятиям. Я уже не говорю про атаку на одну из частей триады, да, на стратегический бомбардировщик, который остался без ответа от слова совсем. Воткинский 21-й цех накрыли. Накрыли завод электроники очень важный в Брянске, по-моему. В Брянске он, по-моему, находился. Ну, еще раз, понятно, что это не хохлы делают, а понятно, что это делает Запад. А почему это делает Запад? Потому что он не испытывает никакого наказания за это. Никаких Погодите, последствий. какой Запад? Ну, смотрите, Или без разницы? Вот сейчас берем Фламинго. очень важный момент сейчас, потому что, когда Трамп говорит, я ухожу из НАТО, Нет, я имею в виду Запад, европейцев. Трамп, он что, он молодец, он предоставляет спутниковую разведку, данные для построения маршрутов и, соответственно, загрузку
полетных заданий в изделие, скажем так, потому что без участия американцев сделать невозможно. Вся система наблюдения американская. А Фламинго, ну что, ускорители, по-моему, шведские, электроника немецкая, движки восстанавливают чехи. Поэтому никакого ущерба они не испытывают, ни политического, ни экономического. Поэтому и говорилось, что если вы такие так боитесь испытать на прочность 5-ю статью НАТО, которой нет. НАТО вот сейчас можно пиндосов мочить тупо. Ну, Иран этим и занимается. Вот они в Иране завязли еще больше, чем их можно тупо мочить в Европе. Тупо. Ну, как тупо? Ну, говорите, 5-я статья, ну, хорошо, там у нас газовоз взорвали. А вон там у прибалтов и у поляков парочка газовозов припаркована. Нет их. Что вы сделаете? Что вы сделаете? Консультации проведут. Вот. Ну, пульните еще что-нибудь. Лондон, говорите, хорошо, орешки прилетит. И все, и все сядут на попу так ровно. Поэтому у меня возникают вопросы относительно существования определенных договоренностей. Я знаю, что есть планы договоренности, но не до так, но во всех этих планах и договоренностей участь у кремлевских одна – их кидают. Их кидают. Поэтому, когда вы садитесь за стол переговоров с такими шулерами и бандитами, грубо говоря, вы должны садиться с таким заряженным пистолетом, и они должны на вас смотреть и бояться. И не знать, что вы выкинете следующим. И тогда переговоры проходят на, скажем так, взаимовыгодной основе. А так, ну, на них смотрят, как на дурачков. Мы им морковку показали, там, Духан колледжа. Они тут же прибежали за шекелями. Вот как все выглядит сейчас. Степан Геннадьевич, внутри Украины страшные происходят вещи по мобилизации. Сейчас о ней мы поговорим, коснемся этой темы. Но перед этим фронт. Значит, Deep State нас как бы осчастливил статистикой. В марте заняли на 27% больше территории, чем в феврале. Это 160 квадратных километров. В общем-то, разница... Ну, в общем, при этом число атак, это очень важно, атак, как штурмов, ну, в общем, 2%. Ну, около 2%. Короче, штурмовали так же, заняли больше. Это вот чистая статистика, да. Говорят, Покровское направление 29% всех штурмов, 20% на Константиновском, 19% Гуляйполе. А в сумме 3 участки это 2/3. А все остальное это там, ну, Купянск, там другие вещи, это уже вот интенсивное как бы направление, отмечают аналитики. Вместе с этим вовсю, да, сейчас продолжается разбор вот этот, там, Стерненки всякие, там, разные, ну, Стерненко сейчас советник Минобороны, на минуточку, разные там другие, все обсуждают в украинском сегменте интернета разгром колонны около Покровска. Это вот Скеля, ну, типа Скала, 425-й штурмовой полк, они поперли колонной. Значит, паблик пишет, нас Deep State тот же, со ссылкой на свою информацию, что она даже не доехала до Покровска. То есть на подступах. Размазали просто. Ну, слушайте, это дроновая война. Я не понимаю, как можно вот еще ходить колоннами. Это дроновая война, поэтому на самом деле она такая вязкая и медленная. Поэтому, когда у вас идет такая, ну, условно говоря, позиционная война на уничтожение противника, вы уничтожаете тылы. Вы просто тупо уничтожаете энергетику, экономику, водоснабжение, тылы. Чтобы у армии, которая воюет против нас, не было тыла. Это ежу понятно, если вы хотите победить. А так это может длиться, знаете. Потому что, ну хорошо, ну вот тут просто вот люди отказываются понимать, там мало заняли. Ну хорошо, предположим, вы там шахедами, фабами, там все нахрен вынесли. Ну, пехоту вынесли, располаги вынесли, командные пункты вынесли. Пошли что-то занимать. А там высокая плотность дронов. А дрончики сидят там в нескольких километрах. Ховаются, как говорится. И что? Что будет с вашей колонной? Вот то, что произошло. Поэтому работать надо по тылам, по экономике.
Ну, смотрите, тут же как бы в тылах своя атмосфера. Сегодня отличился Львов. Значит, внезапно, видимо, что-то перемкнуло у какого-то американца. Он, в чем мать родила, вылез на подоконник окна. Давай там зиги кидать, давай вот это вот все. Ну, там, кричать что-то. Ну, к нему приехали полиция, вроде как успокоила. А выяснилось, что это Найджел Грэм по фамилии Харрис, американский военный, имеет украинский военный билет. То есть, ну, товарищ охраняет Львов. И, видимо, там что-то как бы употребил лишнего. Ну и, в общем, понесло его, американца. С Азовом переобщался. Ну, то есть какая-то реально как бы белку схватил, поймал белку и давай вот это все. Понимаете, в чем дело? Мы же не знаем на самом деле. Вот война же идиотская. То есть людей, мужиков, хватают, устраивают там этот террор, а те пытаются отбиваться. Бусификация катастрофическая и отправляют вперед. Да, вперед. Да, затыкать дырки на А фронте. там сидят вот эти товарищи, которые там кто откуда, да, там обеспечение, всякие там подвозы, ремонт техники, еще все. Сидят вот эта сборная солянка, они приезжают тут как бы куражатся, дуркуют, типа воюют, типа участники войны. Если их убивают, то это там где-то шею сломал на лыжах, катался на курорте. Ну и как бы это прикрывают, особо не выпячивая, только там иногда британцы пишут об этом, британская пресса. То есть с точки зрения численного состава можно так долго воевать? С точки зрения количественного. Зеленский говорит, на Буча саммите, куда Кая Каллас приехала и денег не дала, говорит, 89 тысяч россиян потерь у России. 89 тысяч за 3 месяца. Мол, смотрите, Ну, смотрите, как может мы быть, работаем. 89 тысяч, может быть, за 4 года, ну, вполне возможно, убитыми. За 4 года возможно. За 3 месяца, ну, нет. Нет. Потери сейчас идут где-то 12-1. Если в среднем. Вот так можно воевать, пока вот есть мясо. Да? Потому что, грубо говоря, сейчас вот научились, судя по всему, неплохо вычислять дронщиков. Но вот вы перебили всю пехоту, которая сидела, грубо говоря, перебили там дронщиков, открыли окно, может быть, 5 километров, может быть, 10, ну и сделали прорыв. Поэтому рано или поздно все это закончится, просто украинцы закончатся, вот и все. Пока украинцы не закончатся, это будет такая вязкая, медленная война. Фронт будет двигаться медленно. Возможно, где-то будет обрушение. Но это совершенно другая война. Совершенно другая война. Сейчас, кстати, израильтяне на собственной шкуре начинают это понимать в очередной раз на юге Ливана. Хезболла уже начала использовать FPV-дроны. Ну, чтобы вы понимали, если вы посмотрите там на картиночки TikTok-Махта, как они там свои танки паркуют, артиллерийские установки и тому подобное, такие лагеря большие стоят. Все говорили, ребята, они бы на войне на Украине там и часа бы не продержались. Ну, вот в результате было 2 успешных дня у Хезболлы. В первый день они подбили 8 меркав, во второй день 21. Колонну накрыли, поймали. Чтобы вы понимали, просто что война, вот это вот опыт украинской войны, он уже начинает распространяться по миру. Те же наркокартели в Мексике тоже начали дроновые войны. Так что это вообще это совершенно другая война идет. И когда идет такая война хай-тек, и Маск отрубает Старлинки, кстати, выясняется, что на 5-й год войны как-то у российской армии в войсках со связью проблема. Надо же, кто бы мог подумать. Не, они же там запустили свои Тайна. какие-то Старлинки. 16 штук. Уже давно могли перейти. Рассвет называется. Да, по-моему, на купание красного коня. Давно могли уже, на самом деле, на китайскую систему перейти, как иранцы. Но просто вот и на самом деле это мощнейший удар по возможности ввести в боевые действия. Вот то же самое. Мосты не вынесли, да, когда был Старлинг. Спокойно можно было теми же
геранями со спецприпасами выносить опоры мостов, как нечего делать. Но этого не сделали. Теперь поэтому я, честно говоря, когда все это узнал, я так думал, ну, сейчас украинцы устроят что-нибудь. Я имею в виду на линии фронта, потому что какие-то так серьезные нарушения связи и координации подразделений, ну, к счастью, не случилось пока. Но Насчет... опять же, эта война будет долго, пока не кончится украинцы. Ну, смотрите, тут кончаются уже потихоньку, знаете, с точки зрения там отлова мужиков, кончаются уже и ТЦКшники. Звучит как несмешной анекдот. Таможенник львовский ТЦКшника ударом в шею с ножичком умертвил. Ну, то есть... Ну, испытывал личную неприязнь. Нет, потом разобрались, в чем дело, его поймали, этого таможенника, там, этому убитому 52 года. Причем так интересно, не воевал. Нет, не воевал. Служит себе в ТЦК, занимался там, да, ну, то есть, как бы, хотя нам... Ну, заплатил, занес, получил хорошую должность. Ну, нам же рассказывают, что все ж воевавшие, они же там все... Да, ну, слушай, Они же там все выполнял план. рубаху рвут, а когда бусифицируют на себя с женщинами, когда вот дерутся, говорят, я там был, а я там был там, а я там был там, ну, вот такое. Он брата своего, этот таможенник, спасал, младшего, чтобы тот убежал. И он убежал. Младший Молодец, брат, да, молодец. понимаете, и вот теперь вот это вот такая история. Это все уже зашло как бы за край. Ну, и все это понимают. Даже Но вот это же продолжается. Но это же все продолжается. выходит Минобороны и говорит, мы все отреагировало, пересмотрим, все переделаем. Реально это переделать, как вы считаете, вот глядя со стороны? А вот представьте себе, что вы это начинаете каким-либо образом переделать, то есть менять систему. Вы должны, наверное, для начала поменять систему мотивации ТЦКшника. У них же, насколько понимаю, все очень просто. Выполнил план. Продолжаешь работу, не выполнил план, можешь сам загреметь на фронт. Либо плати это самое за невыполнение плана. Как вы поменяете систему мотивации? Потому что, судя по всему, украинские мужики не особо мотивированы. В отличие от начала войны, сейчас становится пушечным мясом. Патриотизма там уже, по ничего не осталось. Ну, на словах только. Соответственно, как только вы начинаете трогать эту систему, она просто разваливается на какое-то время. Ну, скажем, месяц, два, три. Но за это время вы же не добираете огромное количество тушек. И, соответственно, эти тушки не затыкают какие-то дыры на фронте. А там подоспевает очередной трупонаступ великого стратега Зеленского. Ну и вот что-то мощное может обрушиться. Такая ситуация, знаете ли, на мой взгляд, неравновесная. Так, Степан Геннадьевич, будем сейчас переходить к вопросам зрителей обязательно, но у меня тут есть еще как бы наше любимое, скажем так, внеземное, но к внеземному от внеземного перейдем. Трамп, Ну уж полетели, что же вы сказать, на да, Луну американцы да, да. полетели. Трамп проснулся и уволил генпрокурора Бонди. Говорит, все, пока, говорит, потому что она переходит на работу в частный сектор. Все. Не, но там у него началось бегство из команды, потому что ушел глава контртеррористического центра, судя по всему, следующий будет это самое, как ее, Талси Габбард, глава нас разведки. Ну, в принципе, вот он первый ушел, он не политический труп, но он не заинтересован в политике, а все остальные политические трупы. Талси Габбард, я думаю, у него политическая карьера завершена, потому что после ее двух показаний в Конгрессе, ну, это вообще, это был такой позор. Ну, Бонди там, она тоже очень хорошо в Конгрессе выступила. Ну, как? Пытаются, но сейчас ему же, Трампу, нужно еще как-то разобраться с файлами Эпштейна, да, вот с этим беспределом, который случился. Ну, вот назначают крайних. Но я думаю, что на самом деле начинается просто бегство, она сама ушла.
подала заявление, я думаю, в уходе ушла сама. Хотя черт его знает. Это, знаете, уже настолько... Это вот для развлечения для политологов клавиатуру насиловать. Да, смотрите, тут еще один такой пришел яркий момент. Но, казалось бы, можно было об этом и не говорить, если бы не было как бы продолжения. Значит, что произошло? А, Значит, едва-едва не стал помним, генпрокурором Мэтт Гэтс, да, в США. И вот он там дает подкаст, интервью, там есть определенное шоу, и вот он выходит на связь и говорит, что некий действующий военный ему рассказал о том, что есть секретная программа гибридного скрещивания, в рамках которой захваченные инопланетяне якобы скрещивались с людьми для гибридной расы. Ко мне пришел человек, военный, служащий армии США, проинформировал меня о местах расположения программ гибридного разведения, где захваченные инопланетяне скрещивались с людьми, и создавалась гибридная раса, которая может вести, внимание, межгалактическую коммуникацию. Ну, сказал и сказал. Знаете, много таких и видео, и людей. Тем более Трамп же пообещал. Ну, обычно там все наоборот. Инопланетяне похищают Да, людей да, и да. скрещиваются Ну, с ними. Ну, смотрите, а здесь... ну, Да, ерунда, казалось бы, да. Да, Трамп обещал что-то рассекретить, какие-то данные, да, да, потом да, да. украли одного из военных, который там это все знал и как Да, бы готовил да. доклад. Поэтому, Исчез он, да, поэтому да. ничего не рассекретили, ну и хорошо, ну и все. Ну, это ерунда какая-то. Но тут внезапно, вот прям как гром среди ясного неба, по-другому и не скажешь, австралийский сенатор Ральф Баббетт развил эту тему и говорит, мне бы хотелось рассказать больше, но, к сожалению, вся информация, которой я располагаю о программе создания гибридов инопланетян, засекречена. Скажем так, некоторые из вас были бы очень удивлены, кто не является полностью человеком. На данный момент я имею право разглашать только это. Ну, это имеется в виду как бы подтверждать эту историю. Да, Слушайте, да, да. а что происходит, Степан Геннадьевич? Ну, наверное, пытаются как-то повесточку перебить. На Луну вот полетели. Вполне возможно, что во время полета они расскажут, что у них был контакт, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Потом проект «Голубой луч» якобы закрыли, но я думаю, что никто его не закрыл. Поэтому вполне возможно, что они уже опять что-то будет, какую-то повесточку. Просто, как говорил один в очень известном фильме персонаж, да, сказочный, кто его только из психушки выпустит. Так и здесь. Ну, ребят, ну, с чумочкой пролетели, с DEI пролетели, с климатом пролетели. Потом начались пролеты локального масштаба. Ну, давайте еще с инопланетянами пролетим. Зато с Эпштейном и Ираном попали в точку. Короче, Я серьезно, я подождите, смотрю, вы в знаете, скрещивание, фрик-шоу. в скрещивание вы не верите. Нет, вполне возможно. Слушайте, есть много чего интересного. Ну да, тоже говорить нельзя пока. Верю, вас верю. Просто это, скажем так, ну, не то, что должно производить на людей впечатление. Ну, хорошо, ну, скрещивались, ну, там, ну, не рептилоиды, конечно, ну, хорошо, ну, дальше что? Ну, вот этот продукт, дальше что? Нет, так это не люди, получается. Многие люди не Да. люди. Ну, полукровки. И опять-таки мы же скрещивание представляем как ну, процесс постельных сцен, а это могут быть Ну, просто какие-то там, скажем элементы, так, в подсадки постели, какие-то. в постели наших самок удивлять нечем, поэтому там все делается по-другому. Но тем не менее, это вот из той же серии, что вот сейчас вот все должны, весь мир должен офигеть, и все должны выйти так и сказать. Только мы можем представлять землян. Ну, типа новое мировое правительство, единое там. Мы можем представлять землян, иначе нам всем тут хана. Вот под этим соусом, я думаю, если будут раскручивать. Но опять же, такой фрик-шоу. Вот люди, я не знаю, как это объяснить, но вот все, наверное, вот большинство видели фильм «Звездные войны». Да?
Вот возьмем империю. Там сидел князь тьмы. Под ним был Дарт Вейдер. Под Дарт Вейдером были генералы. Ну и потом эти бегали, как их, солдаты империи. Вот представьте себе ситуацию, что сидит этот князь тьмы. Да, он есть такой, весь мудрый, весь хитрый, такой прошаренный, у него какие-то диаболические гениальные планы на всю вселенную, там мертвая звезда еще. Но вот должности Дарта Вейдера, должности генерала занимают вот эти вот солдаты империи. И что этот чувак может сделать? Ну что, за каждым будет бегать и полку подтирать. Он физически это не способен сделать. Так и сейчас ситуация в мире. Есть там какие-то великие умы остались, у которых мощная энергия, еще что-то, у них там свои планы. Но они проводили такую селективную работу, что, грубо говоря, в системе управления количество дебилов, оно из качества перешло Ну и, из количества в качество. ну и плюс Вот. еще... И мы это наблюдаем, понимаете, ну вот это просто вот кто мог подумать, вернее, вот каким надо быть самому дебилом, чтобы вот дать Трампу дорогу на второй срок, рассчитывая, что ты сможешь управлять этим идиотом и его командой. Точнее, конечно, скажут, что нет, это все продумано. Это так и должно было Ну, быть. Степан Геннадьевич, Да, конечно. тут еще, знаете, вот по поводу полета на Луну, инопланетяне, вот эти все вещи, увольнения, только Трамп проснулся, Бонди уволил. Короче, это же вообще как бы все еще на деньгах замешано. Для меня такой большой шок, если честно, была вот эта вот новость, когда гиды, как оказалось, на Эвересте годами, десятилетиями тупо травили туристов, чтобы заработать на их эвакуации. Мошенническая схема. Во время восхождения им подсыпали соду, Вполне возможно. лекарства. Слушай, там люди очень бедно живут, приезжают богатые дяденьки и тетеньки. И у них типа что подсыпали, они там тошнит, в общем, горная Да, надо болезнь. спускаться за бабло, да. Значит, после этого они настаивали на срочной эвакуации дорогим вертолетом, между прочим. И с 22 по 25 год пишет издание, да, что пострадало 4782 человека, а ущерб примерно 20 миллионов. Это только то, о чем известно. Но Да. только так. Берем, скажем так, ближе, что к нам ближе к телу. Берем вот этих двух пассажиров, Кушнера и Уиткефа, Да. великие переговорщики. Они занимаются, это ракетиры. Ну, например, им эти самые саудиты отбашляли 50 ярдов за им конкретно, им. Чтобы они повлияли на Трампа, чтобы тот пожал ручку Джулиани, игиловцу, который во главе Турции. 50 ярдов ребята прикарманили. Там все ради бабла. Бжезинский, просто найдите его последнюю книгу от января 2012 года. Он написал, что Америку погубит ничем не контролируемая неограниченная жадность, то есть талмудизм. Вот мы это наблюдаем в администрации Трампа. Знаете ли, такой апофеоз, финал империи. Да, значит, друзья, ну тут я должен уточнить, что вот этого, как это, мужчинку, который, собственно, да, который там наемник, ну так, чтобы всех, как это правильно, позабавить немножко, да, чуть-чуть повеселить. Все-таки я должен исправиться, все-таки у нас точная с вами программа, мы как бы должны отвечать за свои слова. Значит, вот этот мужчинка, да, то есть, да, у него там и герб интересный, его задержали в полиции во Львове. Он все-таки не американский, он британский наемник. Вот он британский, его ловили, этого товарища. Это вот важное уточнение. И подводим итоги, переходим к вашим вопросам, уважаемые друзья. Значит, поддерживаете ли вы высшую меру в своей стране? 14% в моей стране и без этого, и без статьи это творят, то есть легко можно и без статьи. 14% нет, это античеловечно. 30% да, времена требуют. И 41% точечно в очень отдельных исключительных случаях.
Как бы вы ответили на этот вопрос, Степан Геннадьевич? Ну, абсолютно не поддерживаю, потому что знаю, что такое государство. Это не просто репрессивная машина. Нельзя, чтобы государство было право лишать людей жизни в невоенное время. В военное время генерал посылает солдат на убой, это понятно. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что эти вопросы оставляйте. Да, и в клубе зрителей тоже есть вопрос от Анны. Давайте с него начнем. Европейцы надеются пересидеть администрацию Трампа и дождаться святых демократов. Считают, что будет все как прежде, а будет так, как прежде. Я думаю, что вы правы, они действительно так считают. Зеленский это озвучил, сказав, что президенты смертны на самом деле. А я думаю, он озвучил как раз позицию Европы. А будет ли как прежде? А, собственно, что будет как прежде? Вот вопрос всегда. Будут ли, скажем так, глобалисты править Америкой? Попытаются снова взять реванш, но не думаю, что это получится. Так, давайте дальше. Следующий вопрос. Поехали. Много вопросов. Значит, Ольга пишет. Михаил Хазин предполагает, что Трамп может наземную операцию вместо Ирана в Бахрейне провести, чтобы его котики ограбили бахрейнские банки, так как по большой вероятности Бахрейн вернется в родную гавань, в Иран. А богатств общаковских там много. Что Степан думает по этому поводу? В Бахрейне самая большая отмывочная контора, да, это Дубайская и Катарск, так называемые финансовые центры. А Бахрейн, там 80% шиитов, абсолютно непонятные погонщики верблюдов, назначенные британцами во главе, стоят сунниты, семейка. Были слухи, что они сбежали. А потом, если не ошибаюсь, саудиты проплатили иорданцам, чтобы они поставили туда 5000 полицейских, вроде как порядок восстановили, но э, Ксир однозначно сказал, что если будет наземная операция в Иране, то они войдут в Кувейт, в Катарск и в Бахрейн. Мгм. Ничто им не помешает это делать. Так, дальше. Значит, вот А такой. основной общак Ирана, он, не общак, а деньги. Конечно, там есть свои общаки, там несколько иная структура, но тоже вертикаль власти своеобразная, но не такая, как в России или Украине. Они, на самом деле, в Дубайск уже заморозил эти активы себе на голову. Ну, теперь, поскольку идет эвакуация страны, должна начаться. Посмотрим, что будет дальше. Очень просит пользователь Анатолий уделить время на обзор состояния финансовых и товарных бирж. Спасибо. Все Я, хорошо, если вы стоите в правильную сторону, все замечательно. друзья, за этим всех приглашаю на канал Димуры. У него есть На семинары на канале этого не-не, нет. На есть канале периодические издевки над рынками. и YouTube, и Telegram, и там вся информация по семинарам, то Да, есть да. регулярно, там с определенной периодичностью, то есть как попасть на семинар Димуры, надо подписаться на Димуру. Это первый шаг, а дальше уже, как говорится, видно будет. Значит, Степан Геннадьевич, это Иран, Петр пишет, такой сильный, или США такие слабые? Как бы вы ответили? М, м, Я бы ответил так, что это Иран такой умный, а американцы с евреями такие тупые. Потому что повторюсь, Иран готовился к этому, минимум лет 20. Они готовились к ведению асимметричной войны, потому что они прекрасно понимали свои слабые стороны, свои сильные стороны. Например, если у Ирана ВВС, у него есть мощнейший ВВС, но они симметричные. В каком смысле? Тягаться с американскими военно-воздушными силами – это нереально. Поэтому вместо самолетов иранцы понастроили ракет, чтобы их нельзя было поразить, они производство ракет и сами ракетные города, закопали глубоко в скалы. Там некоторые города ракетные 500 метров даже вниз под скалами. Флот.
Я просто пример привожу. Тягаться с американским флотом, ну, это нереально. Экономика не та, размеры не те. Поэтому для своих целей иранцы построили москитный флот. Их там тысячи, этих катеров. Более того, у них есть погруженные катера. Катера вооружены в зависимости от модели двумя либо четырьмя противокорабельными ракетами, либо торпедами. То же самое распределенная система управления войсками, распределенная система управления страной. Они очень многому на самом деле научились после Иракской войны. Поэтому, в общем, как показала практика, американцы и еврейцы никаких выводов из операции «Народ как пудель» или «12-дневной войны» не сделали. Так, Они воюют прошлую войну. следующий вопрос. Здравствуйте, Александр пишет. Пан Димура, как вы считаете, может ли США в результате раскола общества по расовым политическим мотивам дойти до гражданской войны? Я не думаю, там скорее... Сейчас просто я вам рекомендую почитать книжку «Четвертое превращение» Форстеллинг. И в США, в общем, они дошли до ручки в том смысле, что институты госвласти не пользуются никаким доверием, они тотально коррумпированы. Такое уже происходит не первый раз в истории США, а четвертый или третий уже, если верить официальной истории, конечно. В результате будут смутные времена, но я не думаю, что гражданская война. Смутные времена в каком смысле? Что начнут появляться новые силы, новые политики и, скажем так, политической системе придется трансформироваться. И достаточно сильно. Это займет время, но этот процесс они уже проходили как минимум 2 раза. И в этом, по большому счету, в общем, мощнее их сила. Здравствуйте, Степан. Считает ли Степан Геннадьевич, что в конце второго-третьего квартала будет сильная девальвация в России? И является ли это спасением от этого покупка доллара? Я, честно говоря, не знаю, что там будет во втором-четвертом квартале. Второй квартал уже начался. Пока что, скажем, во втором квартале никаких технических предпосылок для серьезной девальвации, имею в виду, если смотреть на графики, рубля я не вижу. Как, в общем-то, и фундаментальную сказочку под девальвацию сейчас тяжело будет придумать. А там к концу года уже виднее будет. Но не во втором квартале. И потом, что значит девальвация? Ну, скажем так, колебание рубля плюс-минус 20% это уже обыденная ситуация, скажем так. Это не есть девальвация. А девальвация, там, скажем, рубль теряет 50% покупательной способности на рынке, имею в виду. Вот это уже, да, как-то вот так вот ослабление рубля, как сказали бы в ЦБ. Но и я, честно говоря, пока не вижу этого во втором квартале. Владимир, здравствуйте. Подскажите, смотрю на то, какие усилия прилагаются по всему миру по внедрению цифровых валют, и, по сути, все нужные законы принимаются беспрекословно. Подавляющим большинством в большинстве государств концепция гениальная. При отключении тебя от цифровых денег ты не можешь ничего купить-продать. Даже если тебе что-то надо, например, ноутбук для работы, сейчас можно купить через родственника. А при цифровых деньгах так не получится. Не предусмотрено у родственника назначение цифровых денег на покупку нужной тебе вещи. А бартер не работает. Нужна высокотехнологичная какая-то вещь. Понимаю, что есть универсальные валюты, там самогон продукты, но это не будет работать при цифровых деньгах. Дядя Федя не сделает ноутбук на коленке за 2 ящика самогона. Не вижу пути и вариантов, по которому у них это не получится. Слишком неравны силы. Ведь те, кто внедряет и есть владелец высокотехнологических заводов, без продукции которых очень сложно обойтись. Перспектива очень пугает. Пожалуйста, поломайте мою логику. Не уходить же в леса и охотиться с копьями. Ну, во-первых, по высокотехнологичным заводам без них можно спокойно обойтись. Можно спокойно обойтись без интернета, если у вас есть кэш. Я, честно говоря, не представляю, как можно все это вводить цифровые деньги, потому что это все хорошо, замечательно, прекрасно до первого серьезного факапа, когда моментально теряется доверие к цифровым деньгам. Ну, вот был факап мощнейший, и сейчас продолжается в России с интернетом.
с доступностью всего и вся. Высокоутонченного и высокотехнологичного. Ну, кэш. Была попытка перейти с кэша на цифровые деньги в Нигерии. Окончилась провалом. Да, вы можете перейти, там цифровые ID, все, Европа идет. Ну, у нас уже был в Испании блокаут, по-моему, на пару дней. Ничего не работало. А в Китае сошли с ума, например, вчера автономные такси. Сразу народ как-то перестает ими пользоваться. Так и здесь будет. Любой серьезный факап в энергетике ну, выносят там, скажем, вот как сейчас иранцы, кто-нибудь что-нибудь вынесет, клауд, и все. И после этого доверие ко всему, к системе будет просто потеряно раз и навсегда. Вы понимаете, люди такой, вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому сейчас все как-то на это смотрят, на какое-то, как на что-то далекое в будущем. На самом деле, будущее наступит значительно быстрее, но в таком постоянно усложняющемся мире, где, скажем так, персонал, который все это поддерживает, становится тупее, тупее, тупее и теряет квалификацию с каждым днем, факап гарантирован. Поэтому расслабьтесь. Так, следующий вопрос. Очень много вопросов, все не войдут, но я очень благодарен, что вы пишете, потому что это интересно, да, вот, например, пишет, обращается к вам пользователь Степан Геннадьевич, за какое место повесить Нетаньяху и повесят ли за нацистский закон о разрешении казни? И так как получилось, что народ, который пострадал от нацизма, максимально копирует методы, начиная с 1947 года. Ну, скажем так, тут сразу возникает два вопроса, кто именно пострадал и от чего. Пострадали, на мой взгляд, сейчас так, у нас тут уже статьи есть за искажение истории, правда, это относится к победам советского народа. Да, тогда можно, наверное. Ну, почитайте просто историю, как нацисты очень плотно сотрудничали с Гитлером. Сколько там у них было лагерей, детских, обучения и тому подобное. Как богатые евреи, переезжавшие из Германии в тот же Палестину, как они спонсировали экономику Германии. Все это есть. Это очень сильно отличается от того, что вы читали. И что вам бошку выливали. Возьмите, скажем, материалы первого Нюрнбергского процесса. Их там было несколько. Первого. Найдите что-нибудь про Холокост. Ничего не найдете. Вы зато найдете очень интересную информацию, это все в открытом доступе, материал Нюрнбергского процесса, про то, что реально происходило в том же Варшавском гетто. Реально происходило. Не то, что нам сказки рассказывают. Ну, а потом все это использовалось после войны. Была такая бизнес-модель у сионистов. Мы жертва. Чуть что, мы жертва, нас нельзя трогать. Ну, так она и Но сохраняется, да, эта модель. нет, она больше не работает. Все. Нет, они ее уничтожили. Еще раз, я об этом много раз говорил. Почитайте, что писали лидеры Хамас. Они были готовы идти на... Они знали, что будет. Они прочитали еврейцев на раз-два. Они просчитали их реакцию, что, чем они будут заниматься, какой геноцид они устроят. Они их просто спровоцировали. И произошло то, что произошло. И в результате, если вы посмотрите, то сейчас одна из самых ненавидимых стран в мире – это Израиль. А теперь объясните простому человеку с улицы разницу между евреями и сионистами. Он вас не поймет. Да. Вот и все. Приплыли, предупреждали, говорили. Алексей, по закону за каждого погибшего солдата ВСУ государство должно заплатить 15 миллионов. По-вашему, государство сможет выплатить когда-нибудь полностью эти деньги или растянет на десятки лет, а потом отменит? Ведь сумма неподъемная на фоне того, что еще и 800 тысяч армии хотят сохранить. Ну, наверное, он не жил в 90-е годы в России, да. Все очень просто. Делается деноминация, и 15 миллионов превращаются, я не знаю, там, В в буханку хлеба, 1500 да. гривен. Да, это все. А, Степан Геннадьевич, Антон спрашивает, война Украины-России сколько лет и месяцев будет продолжаться, и кто заявит о капитуляции первый? Ну, судя по тому, как идет, я думаю, что кремлевские значительно ближе, хотя выигрывают войну. Ну, такой народ, скажем так, на мой взгляд, могу ошибаться.
Что касается, сколько будет продолжаться, ну, в Днепропетровске есть знаменитый РАВ, да, у него спрашивайте, он точно знает, когда что заканчивается. Мгм. Степан Геннадьевич, приветствую, добра вам и крепкого здоровья. Отвлечемся от войны. Вопрос шуточный для обоих. Можно ли заплыть жиром за буйки? Можно. Главное, чтобы буек было видно, не только в зеркале. У хорошего коня должен быть хороший навес. Ой, Так, ладно, вернемся к серьезному. Что за арест Эмиратам 540 миллиардов долларов инвестиций Ирана в регионе? Чем это грозит экономике Ирана и Эмиратов? Ирану, значит, 540 миллиардов, но это кто-то хватанул, да. Причем очень сильно. Кто-то из, по всей видимости, цвета неба политиков и экспертов. Арестовали, но не на 540 миллиардов. Чем это экономике Ирана это не грозит, потому что китайцы им предоставили безлимитную линию по валюте в долларах еще перед началом войны. А Эмиратам, ну, уже все, им сказали, ребята, освобождаем местность, иначе вас не станет. Поэтому исчезновением. Так, друзья, перейдем к вопросам из чатов. Сначала чат товарища Димуры, поэтому подписывайтесь. Спасибо большое, что лайки ставите, это тоже очень важно. Когда убегать из Израиля, спрашивает Петр. Сейчас, вчера, Мгм. пока есть возможность. Потому что под конец 12-дневной войны, если помните, министр труда Израиля, дамочка такая выступила и сказала, что границы закрыты на выезд. Ваши тушки нужны здесь. Степан Геннадьевич, как вы думаете, Зеленский ездил по Персидскому заливу, наскирдованное собирал по депозитариям? Вполне возможно, что это тоже было одной из целей полеза. Я, честно говоря, уже давно не интересуюсь этим персонажем, его похождением. У меня, как говорится, жизнь есть. Мгм. Степан Геннадьевич, пару слов по золоту. Все хорошо, блестит. На семинаре все разобрали до деталей. Мгм. Ваше мнение, имеет ли право быть военная мобилизация государством при капиталистическом строе? Какой долг перед Родиной может быть у человека при капитализме? Вопрос чисто риторический, потому что, например, почему призыв отменили в Штатах? Не потому что там капитализм, а потому что было очень мощное сопротивление Вьетнамской войне. Там тогда был призыв после Вьетнамской войны, чтобы как-то не, скажем так, злить понапрасну публику, чтобы она не особо сильно выступала против будущих войн, сделали профессиональную армию. Мгм. Лариса, Степан Геннадьевич, ваш прогноз, что в этом году будет с благодатным огнем, имею в виду доступ верующих, доставку в другие страны. Израиль что-то распоясался. Вы знаете, вот тема абсолютно меня не интересует. Потому что я, скажем так, знаю не понаслышке, что такое благодатный огонь. И тоже священник армянский всем популярно много лет назад рассказал, что такое благодатный огонь. Поэтому относитесь к этому прощая. Мгм. Так, значит, почему вы считаете, что США водят за нос Россию, а не наоборот? Куба 100% входила в договоренности на Аляске. Россия начала отправлять танкеры с нефтью на Кубу, потому что американцы не исполняют договоренности. А последний вопрос задам. А когда они их исполняли? Так что вопрос, кто кого за нос водит, по-моему, отвечен. Так что все-таки кремлевские. Да ладно. Да. Договариваемся с теми, кто заведомо не исполняет своих обязательств.
Нормально, чё. Это и называется лох. Так, значит, следующий вопрос. Вот такой. Степан Геннадьевич, новость проскользнула, что барон Трамп, сынуля, перед началом войны с Ираном купил фьючей на 30 миллионов баррелей нефти. Так может, даунита не такой уж и даунита? Он не покупал фьючи, он продавал за несколько буквально минут до, как папаша написал твит, что мы типа договорились с Ираном, он продал фьючей там на несколько миллионов. Он покупал щиткоины в свое время, когда там все это было. Причем были ставки на полимаркете, да, ставки весьма специфические на даты, скажем, начала войны против Ирана. Не то, что там много заработали, по-моему, 1 400 000 или 14 миллионов. Но никто не занимается расследованием этого. Откуда у людей была информация, была ли она и тому подобное. Поэтому еще раз, ребята пришли рубить бабло. Бабки надо делать, бабки, как говорил один известный персонаж. Мгм. Значит, Трамп слил Европу. Что вы думаете? Не то чтобы слил, они пытаются из нее выжать последнее и выбросить как резинку БУ. Империя уже не тянет роль мирового полицейского просто. Мгм. Было, слушайте, возьмите, прочитайте или посмотрите вживую речь Марку, простите, Рубио, госсекретаря, на Мюнхенской конференции по безопасности. Он там все четко описал, что, ребята, знаете, 500 лет колонизации – это здорово. Мы снова сейчас будем этим заниматься, строить новую империю. Вы с нами, либо вы не с нами. Вот и все. Посмотрите речь, там все черным по белому сказано. Английским языком сказано, черным по белому написано. Все вопросы должны отпасть сами собой. Кто кого кинул и кто кого пытается использовать и зачем. Виктория, грустный на самом деле вопрос, но серьезный. Какие критерии прифронтового города? Запорожье со стороны Степногорска, фронт 17 километров, но у Запорожья нет статуса прифронтовой город. Я не знаю, какие критерии, если вот так вот по-человечески думать, скажем. Все зависит от дальности действия боеприпасов у противника, да. Если так разобраться, ФАБы сейчас летают аж за 100 километров. Поэтому любой город, там 50-60 километров. Нет, ну это 100 километров, это значит еще, наверное, километров 30 от линии фронта их должны сбрасывать. То есть, условно говоря, ну, скажем так, я бы сказал, что любой город, который находится там на расстоянии 30-40 километров от линии фронта, уже прифронтовой. Елена спрашивает, если Америка не тянет, на какие финансы планирует заселять Луну? Кто? Америка. Ну, Илон Маск сейчас IPO сделает, самый большой в мире. У него будет дофига бабла заселить не только Луну, но и Марс. Ну, потом еще у нас же есть великий озеленитель Луны и Марса, товарищ Рогозин. Я думаю, с него тоже пыль стряхнут, и он будет помогать Маску. Поэтому все оптимизирует, все импортозаместит, и все будет отлично. Не так дорого обойдется. Степан, почему никто не говорит об ущербе экологии региона залива? В следующем году минус 35% урожайность и другие ущербы, а там 100 миллионов человек. Так, а при чем здесь урожайность и экология? На Ближнем Востоке не 100 миллионов человек, значительно больше. Хм, вокруг залива от этого зависит. Но это все будет через год. Да, по большому счету проблемы могут начаться, потому что, да, сейчас посевная, да, там удобрения резко выросли, поэтому урожай, наверное, будет значительно меньше осенью. Но в мире огромные запасы всего и вся. Поэтому здесь, ну, пшеница там на 1,5 года, например, потребления. Ну, формально, официально, на бумажках.
Поэтому здесь скорее будет не проблемы с продуктами, а проблемы будут с ценами на продукты и несоответствием этих цен потребительским возможностям, скажем так, в ближайшее время. А в заливе главная проблема – это вода. Вода. Все сидят, за исключением Ирана, в основном сидят на опреснителях. Нет опреснителей, нет воды, нет жизни. И все. Степан Демура был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, что выслушали и за интересные вопросы. Друзья, благодарим за то, что подписываетесь, ставьте лайки, не забудьте, это очень важно. Проверьте, кстати, подписку, потому что YouTube чудит, делает это он на Не фоне то слово. запретов и всего остального в России, ударов на Ближнем Востоке, санкций в Украине, то, что касается конкретно канала, да, моего канала. В любом случае, мы с вами не должны теряться, и в следующий четверг, милости просим, приходите на наш следующий прямой эфир. Степан Геннадьевич, всего хорошего. Всего хорошего, удачи вам всем. Друзья, добра и света. Увидимся.